Акварель и азиатская живопись. Смешанная техника. Рисуем сирень и воробьев. Немного опережая весеннее настроение, так как до цветения сирени еще есть некоторое время, но поскольку сегодня в саду очень красиво запели воробушки, решила нарисовать воробьев. А воробьи у меня почему-то неотъемлемо ассоциируются с сиренью, поэтому сегодня рисуем воробьев и сирень. Итак, сначала начинаем изображать цветки сирени, цветы сирени. На ветке у сирени очень много цветков. Ученые подсчитали, что на одном кусте сирени в среднем 18 тысяч цветков, и весят они 5 килограмм. Итак, для того, чтобы сделать ветку естественной и пышной, так как она выглядит в реальности, мы должны будем с вами прорисовать цветочки, но не прям-таки детально, а пятнами. Вы знаете, что у цветка сирени 4 лепестка, но существует поверье, что девушка, которая найдет цветок в 5 лепестков, будет очень счастливой, поэтому не забудьте нарисовать и такой цветок тоже. Итак, набираем оттенок сиреневого на среднюю кисть и начинаем прорисовывать цветы, располагая их по 4 по кругу, вокруг центра. Центр оставляйте пустым, мы его потом заполним. Эти отпечатки кисти вы оставляете самым ее кончиком. Вы можете взять и малую кисть, но на малой кисти краска будет кончаться гораздо быстрее, поэтому лучше пользоваться все-таки средней кистью и работать ее кончиком. Итак, оставляя 4 отпечатка кончиком кисти по кругу, оставляя серединку пустой, не забываем, что можно и 5 нарисовать, чтобы быть счастливой, мы с вами прорисуем ветки сирени, ее грозди, потому что это правда похоже на грозди. Можно даже сказать на виноградные грозди, поэтому в принципе мы придерживаемся треугольной формы, которую мы заполняем цветками. Меняйте цвет, оттенок сиреневого, группируйте их, чтобы была динамика и, соответственно, чтобы был объем. Затем мы прорисуем листья. Мы должны будем обрамлять группы сирени листьями, набрав оттенок зеленого от салатового до яркого зеленого, мы рисуем с вами листья. Листья сирени выглядят как сердечки. Не зря ассоциируется сирень с вечной любовью, символ вечной любви и весны. Итак, оттенок зеленого прорисовываем, листья обрамляем нашу группу сирени. Как мы это делаем? Мы рисуем сердечко. Сначала, прижимая кисть от кончика до середины, мы прорисуем одну его часть, а затем подрисовываем к нему вторую. 2 мазками мы выполняем лист, когда его видно нам в лоб. Если лист видно нам боком, то мы работаем ребром кисти, просто проводя дугообразный мазок, иногда подрисовав очень симпатичный кончик к лепестку, чтобы сделать его более фактурным и изогнутым. Создав, так сказать, своеобразное ложе из цветов, мы опять заполняем это ложе цветками сирени, создавая новую гроздь, все теми же мазками, о которых мы говорили прежде. Не забывайте менять оттенок сиреневого, чтобы создавать визуальный объем. Теперь опять изобразим несколько листьев. Создадим еще одно ложе для наших цветов. Не забывайте, что сирень это все-таки куст, поэтому впоследствии мы подрисуем и ветки. Оставляем между группами сирени место для изображения веток. Изображайте группы сирени, размещая их тоже динамично на разном уровне. Теперь подрисуем ветки темно-коричневым цветом, просто проведя линию, работая почти самым кончиком кисти, в зависимости от объема ветки, от того, толстая она или тонкая. Если ветка достаточно толстая, то больше прижимайте кисть, соответственно, увеличивайте давление на нее и получите большую толщину. Если более тонкая, то менее давите на кисть и получите более тонкую ветку. Еще несколько листьев, создаем ложе для будущей грозди сирени. Прорисовываем сирень
И теперь, когда краска уже достаточно подсохла на тех гроздях, которые мы уже нарисовали, заполняем серединки, пустые, которые мы с вами оставили, желто-ярким цветом. Не все, выборочно. Для чего мы это делаем? Это придаст дополнительное свечение цветам. Они будут как бы светиться изнутри за счет этого яркого желтого цвета, которым мы заполняем серединку. И мы получим более живую, более яркую, более объемную картинку. Сирень будет пышной и выглядеть как живая. Итак, заполняем серединки на всех прорисованных прежде гроздях сирени. Подрисуем еще несколько веточек. Верхние наши будут грозди устремлены вверх, в небо. Мы будем ориентацию делать на стремление на рост вверх, так как все-таки это весеннее растение, и оно стремится к жизни и к свету. Поэтому мы верхние веточки подчеркнем, сделаем им ветки, чтобы выделить их, а потом далее сделаем им поддержку снизу новыми гроздями сирени и будем обрамлять их группами листьев. Можно к низу взять уже более темный оттенок зеленого. Когда вы строите свою композицию в плане цвета, то чем ближе вы к нижней части вашей композиции, тем вы можете делать цвет более темным и насыщенным, потому что там больше теней. А в верхней части композиции старайтесь использовать легкие и светлые оттенки, так как эта часть расположена ближе к источнику света. Теперь продолжаем наращивать и объем. Как вы видите, у нас тоже центр менее загружен, а к низу у нас идет расширение. Здесь мы нарисуем больше гроздей, больше веток сирени, больше наполним ее также зеленью, которая будет очень красиво подчеркивать наш сиреневый цвет. Сиреневый и зеленый – это цвета гармонии. Когда человек смотрит на сочетание сиреневого и зеленого в противовес сиреневому и желтому, то у человека автоматически его нервная система настраивается на покой и на гармонию. Сиреневый и зеленый – это цвета гармонии. Сирень – это цветок гармонии, милосердия и вечной любви. Не забываем прорисовывать и желтые серединки, чтобы подсвечивать наши цвета, наши цветки изнутри и задавать им больше объема. Как я и говорила, все это мы обрамляем зеленью, чтобы еще больше подчеркнуть цветки сирени. Зелень, она нужна цветку для того, чтобы еще больше подчеркнуть его красоту, его пышность, как воротник. Как воротником мы обрамляем цвета сирени. Думаю, что некоторым также будет интересно узнать, что в России сирень появилась всего лишь 200 лет назад, хотя в восточно-азиатской Амурской области сирень изначально произрастала. Итак, продолжаем заполнять пространство между листьями, гроздями сирени. И теперь пришло время нарисовать главную толстую ветвь куста. Сирень – это кустарник. Соответственно, главные ветви должны быть достаточно толстыми и объемными, если куст уже достаточно взрослый. Когда мы хотим получить более толстую линию, мы прижимаем кисть больше, от кончика до самой пяточки. Когда более тонкую, тогда работаем самым кончиком, набрав оттенок коричневого. Соответственно, к низу более темный, кверху более светлый. Затем цвет краски поменяется, когда работа высохнет. Не забывайте об этом. Цвета станут более блеклыми, чем тогда, когда они мокрые. Я работаю на рисовой бумаге сильной текучести. Соответственно, краски легко распространяются, но достаточно долго высыхают. И теперь мы подрисуем еще одну гроздь внизу, которая смотрит прямо-таки вниз. Она будет как бы поддерживать все остальное и задаст динамику. Ракурсы нам создают объем. Не забывайте об этом. И когда рисуете листья, когда рисуете цветы, заполняем серединки. И пришло время для того, чтобы нарисовать наших воробьев.
они будут тоже стремиться вверх, лететь вверх, поскольку вся композиция устремлена вверх. Набрав темно-коричневый, мы прорисовываем головку, тельце, затем хвост и крылья. Все это мы делаем в один мазок. Смотрите, сначала мы прижимаем кисть от кончика до середины, сначала легко, потом все более. Также мы рисуем двумя мазками тельца, прижимая кисть от кончика до середины, и одну линию для хвостика. И крылья, прижимая кисть сначала самым кончиком и ведя ее к тельцу воробушка, все более прижимая от кончика до самой пяточки. И теперь черным цветом, работая самым кончиком кисти, мы прорисуем носик, поставим точку для глазика, несколько точек на тельце и обведем тельце тоже контуром черным. Несколько черных линий самым кончиком мы пройдем на хвосте и прорисуем самым кончиком кисти, оставив несколько темных черных отпечатков на хвосте и затем такие же линии на крыльях сбоку, чтобы было понятно, что это воробей и что это птица. То же самое мы повторим и на втором воробушке. Обводим тельце контуром, прорисовываем на нем несколько пятнышек, затем также подчеркнем несколькими линиями хвост, сделаем несколько отпечатков концом кисти на хвосте, немного водянистым черным подчеркнем головку у птицы и опять же оставшиеся штрихи на крыльях. Вот они, последние штрихи, композиция готова. Надеюсь, вам было интересно.